Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я к вам с уличной поделкой – котом из пластиковых бутылок. У меня этот кот будет частью композиции, которую вы увидите в одном из следующих видео. Но, естественно, он может послужить отличным декором и сам по себе. Внешним видом кота я, честно говоря, не очень довольна, так как морда у него получилась скорее мышиная, чем кошачья. Но, как говорится, в семье не без мышиного кота. В процессе работы я покажу вам другой вариант кошачьей головы, который, возможно, вы захотите использовать. Ну что, приступим. Для кота нам понадобится бутылка для кулера, 5-литровая пластиковая бутылка и маленькая ровная бутылка. У меня она, по-моему, от ряженки. Из ровной бутылки я сделаю шею, которая, во-первых, соединит голову с туловищем, а во-вторых, закроет горлышко бутылки для кулера. Отрезаем у бутылки гладкую центральную часть и делаем надрезы по кругу с верхней и нижней стороны. Высота шеи у вас должна быть равной высоте горлышка бутылки для кулера. И так как я поленилась укорачивать горлышко бутылки для кулера, шея у кота получилась длинноватой. Ну, мы же уже выяснили, что он в семье красавчик. Все надрезанные части я закруглила, просто чтобы вид стал более аккуратным. Сначала соединяем шею с головой, просверливаем в каждой полоске отверстие и вкручиваем небольшой саморез. Можно соединять и проволокой, но саморезами быстрее и удобнее. Теперь соединяем голову с туловищем, просверливаем в каждой полоске с нижнего края отверстие и также скручиваем все саморезами. Термопистолетом уличные поделки я не склеиваю, так как такой способ крепления прослужит вам совсем недолго и очень скоро детальки начнут отлетать от основы. Из верхней части пластиковой бутылки вырезаем ушки. Кстати, если у вас нет ни дрели, ни шуруповерта с тонким сверлом, то отверстие можно делать раскаленной над свечой проволокой или спицей. Но сверлом, конечно же, быстрее и удобнее. Крепить ушки к голове лучше всего так, как я показываю на видео. Загибаем нижний край ушка вперед, соединяем ушко с головой и прикручиваем его саморезами в 3 местах – по центру, слева и справа. Все вырезанные части я оплавляю зажигалкой, чтобы детали лучше держали форму. Только делайте это очень аккуратно, чтобы не перегреть пластик, иначе он может сильно изогнуться или закоптиться. Теперь займемся лапками. И для них нам понадобятся 2-литровые пластиковые бутылки. У меня они белого цвета, но это не принципиально. Разрезаем бутылки пополам и из нижней части каждой бутылки вырезаем нижние лапки, то есть ножки, а из верхней – ручки. Также нам понадобится металлопластиковая труба. У меня она диаметром 2 см. В принципе, можно использовать и простую пластиковую трубу, тогда ножки у кота получатся прямые, а не согнутые. Отрезаем 2 кусочка для рук и 2 для ног. Прикручиваем саморезами или соединяем проволокой пластиковой заготовки лапок с трубой и прикручиваем ручки к туловищу. Я фиксирую все детали 3 саморезами, так все будет держаться крепко и надежно. Точно так же собираем ножки.
Осталось прикрутить хвост, который я также сделала из металлопластиковой трубы, и можно переходить к покраске. Красить удобнее всего аэрозольной краской. На кота у меня ушел один баллончик серой краски. Но можно покрасить и кисточкой. Это будет, конечно, дольше, но зато прочнее и долговечнее. В целом, мои поделки, покрашенные аэрозольной краской, года через 3 требуют небольшой реставрации, а покрашенные кистью до 5-6 лет сохраняют первозданный вид. Я крашу основу в базовый цвет, в данном случае в серый, а дальше дорисовываю детали художественными акриловыми красками. Можно использовать и акриловые краски для наружных работ, просто мне с ними менее удобно работать. Жесткой кистью белой краской рисуем полоски на выпуклых частях бутылки. Также белой краской высветляем лапки, хвостик и мордочку. Бежево-розовой краской раскрашиваем внутреннюю часть ушек и рисуем щечки. Сначала я их сделала бледно-розовыми, но мне не очень понравился результат, поэтому я добавила бежевой краски. Темно-серой краской добавляем объема. И рисуем мордочку. Сначала я советую простым карандашом наметить, где у вас будут располагаться глазки, чтобы они получились одинаковыми и симметричными. Голова у моего кота получилась скорее мышиная или щенячья, а все из-за формы 5-литровой бутылки. Те, кто давно следят за моим творчеством, наверняка вспомнили кота, которого я делала с мамой для родительской дачи. Вот у того кота голова была сделана из канистры, и ее форма лучше подходила для кошачьей мордочки. Но такую же канистру я найти не смогла, и поэтому использовала то, что было под рукой – 5-литровую бутылку от воды. Вы же, видя результат двух вариантов, выбирайте тот, который вам больше понравится.
Пока котик сохнет, сделаем весь остальной декор. Начнем с сосисок. Их я сделала из утеплителя для труб, из вспененного полиэтилена. Нарезаем утеплитель на равные кусочки, длиной примерно 8 см, и нанизываем их на проволоку или шнур. Каждую сосиску с двух сторон затягиваем проволокой. По форме они, конечно, больше похожи на конфетки, но других вариантов крепления я не придумала. Кстати, не пытайтесь зафиксировать сосиски термопистолетом. Горячий клей их расплавит. Теперь подбираем нужный оттенок акриловой краски и тщательно раскрашиваем сосиски со всех сторон. Я опять смешала розовую и бежевую акриловые краски. Так как полиэтилен не только расплавляется термопистолетом, но и разъедается аэрозольной краской, красить сосиски я настоятельно рекомендую кисточкой акриловой краской, а в завершении также кисточкой покрыть их акриловым лаком. Мой котик украшен бабочками, и если вы тоже захотите их сделать, то вам понадобятся пустые цветные бутылки от шампуня или бальзама. У меня на канале есть отдельное видео, как сделать таких бабочек, но вкратце покажу весь процесс. Бутылки очищаем от этикеток, моем и разрезаем с одного бока пополам. Дальше по трафарету или на глаз вырезаем бабочку. Чтобы бабочки получились более воздушными и ажурными, на крылышках вырезаем какие-нибудь простые узоры. Также бабочек можно вырезать и из цветных пластиковых бутылок. Хорошо, кстати, смотрятся составные бабочки. Ажурная из плотного пластика и простая из прозрачного цветного пластика. Накладывайте одну на другую и получаете объемную красавицу. Осталось сделать золотую рыбку. Берем две пластиковые бутылки и из одной сделаем саму рыбку, а из второй пышный хвостик. У первой бутылки отрезаем горлышко, формируя открытый ротик. У второй бутылки отрезаем донышко, формируя рыбий хвост. Нарезаем весь хвостик соломкой. И закругляем кончики зажигалкой.
Из кусочка белой бутылки вырезаем плавники. Сначала я хотела сделать большие круглые, но в итоге решила, что узкие будут смотреться лучше. Поэтому разрезала один плавник пополам и прикрутила к рыбке по бокам проволокой. Чтобы скрепить плавники с туловищем, я просверлила по 2 отверстия с каждого бока и по 2 отверстия в каждом плавнике. Вставила 2 кусочка проволоки в туловище и с внешней стороны прикрутила плавнички. Также можно немного стянуть проволоку, чтобы рыба стала более плоской. Теперь переходим к росписи. Сначала раскрашиваем всю рыбу в желтый цвет. Красной краской раскрашиваем ротик. Дальше добавляем оранжевых и красных акцентов на хвостик и саму рыбку. Рисуем глазки, и наша рыба готова. В конце работы я покрыла рыбу глянцевым аэрозольным акриловым лаком. Теперь переходим к сборке всех деталей воедино. Вешаем сосиски на шею котику. Так, кстати, я скрыла его излишнюю длинношеесть. Прикручиваем рыбку к лапкам проволокой. И прикручиваем котику бабочек саморезами. Из черной проволоки делаем усы. Просто отрезаем 2 кусочка проволоки и прикручиваем их к носу. Закручиваем спиральки, и наш кот готов. Ну что ж, я очень надеюсь, что этот мастер-класс вам понравился и вы узнали для себя что-то новое и интересное. Если это так, то не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и писать комментарии. А у меня на сегодня все. С вами была я, Евгения Ващенко, и наш канал Семейный Handmade. Всем отличного настроения и до скорой встречи. Пока-пока!